Наши блинчики на закваске сделаны без единого яйца. Ингредиенты самые простые. Блины получаются очень нежные. Посмотрите, какие классные. Ну, сахар. Вот эти блины не очень сладкие. Кислинки вообще никакой нет. Ну, посмотрите, какие они пышные. Сейчас я возьму. И вот с этой порции получается, не считала сколько, но вот целая стопочка вот таких блинчиков. Можно в них также все заворачивать, все, что вы любите. Творог, либо фарш, либо еще что-то. Сейчас покажу. Блины еще горячие. Смотрите, вот такие вот они. Очень тоненькие. Итак, начинаем печь блинчики. Здесь самое главное, чтобы все ингредиенты были комнатной температуры. Молоко я ставлю в микроволновую печь, чтобы немножко его подогреть. Закваска у меня ржаная, цельнозерновая. Ну, можно ли брать любую закваску, которая у вас есть? Цельнозерновую, либо пшеничную, берите любую. Все пропорции для этого теста я напишу внизу под роликом в описании. Но надо сказать, что ингредиенты самые простые. Считайте, что мука и вода. Я сегодня вместо воды использую молоко. Можно мою любимую сыворотку. Обычно блины я делаю на сыворотке. Будет очень-очень вкусно. Итак, основные ингредиенты. Это 500 мл молока. 100-150 граммов закваски, пол чайной ложки соли, 2-3 столовые ложки сахара, здесь уж как вам нравится. Я пользуюсь венчиком для перемешивания. Видите, никаких комков, ничего не остается. Даже муку, когда я ввожу в тесто, тоже перемешиваю все обычным венчиком. Никаких миксеров, ничего вам не нужно. Но если хотите, можете и миксером, конечно. Просто я привыкла так меньше мыть посуды. И ко всему, вот к этим жидким ингредиентам мы добавляем 250 грамм муки. Я сегодня делаю на обычной пшеничной белой муке. Тесто получится у нас густое. После этого его нужно будет оставить на столе и дать постоять не меньше 30 минут. Ну, можно до 2 часов. Сколько времени у вас есть на то, чтобы выпечь блинчики. Потом блины выпекаются очень быстро. И хочу вам показать, обратить ваше внимание на то, какое пышное тесто с пузырьками получается. Ни в коем случае не кладите никакую соду, никакие дрожжи. Закваска — это и есть тот стартер, те дрожжи, которые дадут нам пористые, очень классные, мягкие, нежные блинчики. Получились просто вкуснейшими. Видите, просто венчиком я прекрасно справляюсь. Мука размешивается и никаких комочков не остается. Еще раз хочу повторить, чтобы вы сейчас вот после введения муки не ориентировались на густоту теста. Оно будет немного густым для блинов. Оставьте его на столе для того, чтобы закваска начала работать. На замешивание теста ушло буквально немного времени, а рядом у меня стоит хлеб на расстойке из той же закваски. Вот такое тесто у меня получилось. Посмотрите, сколько сверху пузырьков воздушных. Само тесто выглядит очень аппетитно. Я хочу показать, чем можно сделать надрезы на хлебе. Вот у меня хлеб готов к тому, чтобы его поставили в холодильник, в духовку, конечно. Так, смотрите, можно, конечно, делать лезвием опасным, есть специальные инструменты. У меня, я взяла, посмотрите, вот это вот тонкое лезвие для канцелярского ножа. Они бывают более тонкие, вот эти вот сами поверхности более толстыми, но главное, что они очень острые и ими легко надрезать. Видите, надрезаем, как вы знаете, мы глубоко. Смотрите, как хорошо делает надрезы. Надрезов делаете столько, сколько вам нравится. Мы делаем хлеб не на продажу, делаем хлеб для себя. Поэтому сколько вам нравится надрезов, столько и делайте. Сейчас мне начнут говорить, что там не по ГОСТу, не по правилам. Я пеку свой домашний хлеб. Вы печете свой домашний хлеб. Поэтому вы
как говорится, своя рука владыка. Единственное, что, смотрите, видите, надрез должен быть глубоким. Не просто так царапка, а именно глубокий надрез. Сейчас мы сбрызнем обязательно водичкой из брызгалки. Я говорила, что заведите, если хотите печь хлебушек, заведите себе брызгалку. На кухне не для цветов, которые, а отдельно, чтобы вы не перепутали, а то как-нибудь будете удобрять цветы, а потом хлеб свой побрызгаете. Такого не должно быть. Так, просто одной рукой неудобно. Обычно одной рукой держишь форму, а другой делаешь раз. Когда никто не держит, все это съезжает. Так, обязательно сверху побрызгали. Это для хрустящей корочки. Потом побрызгаем в духовку еще. Так, что у меня там еще не разогрелось. Но потом поставим в духовку. Я покажу, какой хлебушек сегодня у нас получится. Так, тесто у меня отстоялось 30 минут. Я думаю, что этого вполне достаточно. Посмотрите, оно стало как будто бы более эластичным. И сейчас я потихонечку вливаю сюда воду. Почему потихоньку? Потому что я... Как уже говорила вам, у каждого своя мука различная по влажности, и поэтому вам понадобится, может, разное количество воды. Здесь вы смотрите, как вам удобно печь блины. Я люблю, когда блинчики тоненькие, поэтому тесто тоже должно быть таким жидковатым. Скажу сразу, у меня на эту пропорцию ушел целый стакан воды. Также хорошо все размешиваю. Здесь уже никаких комочков у вас не будет оставаться. Размешиваем хорошенечко со дна. И сразу будем выпекать. Пузырьки так и остаются сверху на поверхности теста. Еще раз вам покажу, какое оно получается. И будем с вами выпекать блинчики. Здесь уже вы можете выпекать так, как вы привыкли. Я вот особенно под такое тесто, которое с цельнозерновой закваски, обычно люблю смазывать под каждый блин сковородку при помощи силиконовой кисточки. Смазываю маслом, которое наливаю в отдельную емкость. Она у меня стоит рядом. Быстренько смазала, и блинчики от этого получаются такие сочные, красивые, румяные. Сковородка у меня специальная блинная, я ее не мою. После выпечки просто просушиваю и убираю в отдельный ящик. У меня для сковородок блинных есть. Есть побольше размер, есть поменьше. Я хочу вам специально сейчас покажу, как я выпекала несколько блинчиков, чтобы вы увидели, как поднимается, пузырится тесто, какое оно как бы эластичное, такое сочное получается. Посмотрите, сколько пузырьков образуется. Печь и работать с ним очень-очень легко. Вот я просто их скидываю со сковородки, и они хорошо отходят. Здесь очень важно, что сковородка должна быть хорошо раскаленная, и блины пекутся очень быстро. У меня плита до 10 разогревается, я пекла на 7, то есть выше среднего. Быстренько выливаете, сразу же видно, как подрумянивается край, переворачиваю и с обратной стороны держу буквально 10 секунд, чтобы он немножко схватился, блин, потому что блин настолько тонкий, когда вы пропекаете его с одной стороны, то видно, что он уже пропекается и с другой. Просто для того, чтобы придать красивый узор на другой стороне, мы его секунд 10-15 держим на сковородке на другой стороне, и все. Отходят очень хорошо, снимаются прекрасно. Печь одно удовольствие. Такие блинчики получаются тоненькие, ажурные. Очень рекомендую вам попробовать. Еще раз хочу сказать, что важно, чтобы сковорода была очень хорошо разогрета. Если сковородку вы плохо разогреете, то они будут плохо сниматься и будут прилипать у вас к поверхности.
Я приглашаю вас заходить на мой телеграм-канал и подписываться, где мы с девочками делаем закваску, печем хлеб и не только. Но если вы уже смотрите меня на телеграм-канале, тогда делитесь моими видео со своими знакомыми, чтобы нас становилось больше. Чем больше людей на канале, тем интереснее становится контент. Каждый задает свои вопросы. Будем общаться и не будем теряться. А я желаю вам приятного аппетита. Вот сейчас смотрю на эти блины, и у меня просто аппетит разыгрывается. Действительно очень вкусно. Радуйте своих домочадцев, своих любимых людей вкусными, сытными, аппетитными завтраками. Ну а вот здесь вот уже готов мой хлебушек, который я испекла. Он стоит, остывает для того, чтобы его переложить на решетку. Только вытащила из духовки. Видите, какая красота? В принципе, я все делаю параллельно. У меня на это уходит 2-3 часа в воскресенье на выпечку хлеба, чего-нибудь вкусненького. И потом всего этого хватает на оставшуюся неделю нам. Я приглашаю вас подписываться на канал, если интересно. Буду стараться делать для вас больше интересного и полезного контента. Классный. Музыкальное сопровождение. Сейчас мужа пойду кормить блинами. Очень вкусный. Кто любит послаще, можно немножко больше сахара. У нас просто есть любители, которые сгущенку макают. Вот, поэтому я делаю не сладкий, ну и можно с рыбкой, с чем угодно. Просто призываю вас, попробуйте испечь блины на закваске. Вкусно. Буду специально есть вам на камеру, чтобы вас соблазнить. Печь эти блины. Вообще намного вкуснее, чем с яйцом, нежнее. Но я знала, что яйцо делает более таким. Я и фарш сейчас уже не добавляю яйцо ни в какой. И тесто для пельменей тоже. Но вот это вот классно. Какие же они нежные. Просто супер вообще. Хлебушек. Слушайте? Вот он. Хруст настоящего хлеба.